Главная ошибка. Не покупайте семена гинго во всяких интернет-магазинах. Они их засушивают. Семенам гинго, для того, чтобы они взошли, нужна влага и нужна низкая температура. Поэтому идите в парк, ищите женское дерево гинго и под ним ищите семена. Сейчас конец ноября, самое для этого лучшее время. Они просто лежат на земле. Соберите их, придите домой, тщательно очистите от остатков мякоти, промойте их. Затем возьмите пластиковый контейнер. В этот пластиковый контейнер уложите любой материал, который будет удерживать влагу. Это может быть бумажные салфетки, туалетная бумага, ватные диски, агроперлит, мох, все что угодно. На этот материал сверху уложите семена гинго, тщательно все это увлажните, закройте и поместите в холодильник. И вот пусть они у вас в холодильнике хранятся до конца зимы, плюс-минус. В конце зимы этот контейнер достаньте из холодильника и уже держите при комнатной температуре, но обязательно с сохранением влаги. Постепенно, через 3-4 недели, семена гинго начнут наклевываться. Постепенно, один за другим. И вот уже наклюнувшиеся семена вы достаете и высаживаете в небольшие емкости, примерно пол-литровые. И вот так они у вас растут фактически весь будущий сезон. В конце сезона вы можете пересадить их в какие-то большие емкости, ну и подумать о том, что с ними делать дальше. Наверное, накануне зимы высаживать в открытый грунт рисковать не стоит. Лучше сделать это уже весной. Либо сделать как я. Я их не буду высаживать в открытый грунт, я буду делать из них бонсай. Бонсай из гинго смотрится очень хорошо.